Еще одна неделя позади, на календаре 17 ноября, а к следующей сводке мы с вами перевалим уже за 1000 дней полномасштабного вторжения. Особенно ужасает, что не знаешь. 1000 дней – это уже ближе к концу войны? Ну или мы хотя бы перевалились за половину? У меня ответа на данный вопрос нет. Зато есть свежий анализ прошедшей недели в контексте боевых действий. Спасибо, что смотрите эти сводки. Всем привет, с вами Руслан Леви. Начну с границы Донецкой и Запорожской областей и пойду по карте против часовой стрелки. На самой западной части Донецкого фронта находится Времевский выступ, названный так по селу Времевка. Во времена лета прошлого года здесь вдоль реки Мокрые Елы шло украинское контрнаступление, в ходе которого они дошли до села Старомайорское и поселка Урожайно, освободив их тоже. Сейчас, более года спустя, движение идет обратно. Старомайорское и Урожайное российские войска захватили еще этим летом, а теперь вот идут по флангам, формируя новый карман. Западный фланг проходит в районе захваченного на этой неделе села Ровнополь, а восточный – в районе поселка Новодонецкое. Двигаясь вдоль линии фронта против часовой стрелки, мы с вами оказываемся в зоне операции по окружению укрепрайона Курахово. В нее попадает линия фронта протяженностью свыше 60 километров. Здесь российские войска, захватив село Максимовка, пошли на северо-восток от него, в сторону села Успеновка. Одновременно с этим другие российские подразделения также пытаются идти в сторону Успеновки, но со стороны села Дальнее. Получается такой сходящийся удар, смысл которого в попытке взять украинские войска в окружение, перерезав отход из сел, находящихся вдоль реки Сухие Елы, а именно Катериновка, Ильинка, Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Иоанновка. Судя по всему, пока что приказа отхода украинским войскам от командования еще не поступало. И более того, на неделе появилось видео боев с участием 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе сел Трудовое и Богоявленко. Видимо, какую-то часть этой бригады морпехов перебросили сюда для стабилизации линии фронта. В рамках боев за район Курахово продолжается движение российских войск и к северу от Кураховского водохранилища. С момента прошлой итоговой сводки захватили поселок Ильинка, а также села Новоселидовка и Вознесенка. Самая неожиданная ситуация в контексте линии фронта произошла в Харьковской области, на Купинском направлении. В один из дней 2 колонны российской бронетехники каким-то образом спокойно проехали почти 5 километров от Синьковки до восточных окраин города Купинска, где десантировали пехоту. 5 километров – это очень много. Для сравнения, обычно на очень тяжелых для ВСУ участках фронта мы видим продвижение российских войск по километру, максимум 2 за сутки. Эта ситуация тем более опасна фактором города, про который я рассказал вам в одной из прошлых сводок. Я говорил, что если у вас есть нехватка личного состава, то влияние негативного эффекта от этого умножается в городской черте. Поэтому критически важно удерживать противника за пределами жилых массивов. На южном фланге Купинского направления есть продвижение российских войск в районе сел Берестовое и Колесниковка. Что касается Курской области, то единственным заметным продвижением российских войск за прошедшую неделю стало освобождение села Плехово в юго-восточной части Курского плацдарма. Солдаты Северной Кореи, если они действительно участвуют в боях в Курской области, никакого эффекта не привнесли. И в целом, как я уже говорил, нынешнее, третье российское контрнаступление на Курщине сильно хуже по результатам предыдущих. Во время предыдущих контрнаступлений они хотя бы первые пару-тройку дней заметно продвигались. От темы Курской области я притяну нить повествования к 2 другим темам. Во-первых, это Черниговская область. Последние пару дней журналисты спрашивают меня, не началось ли там наступление на Черниговскую область. А то вот Z-блогеры публикуют видео, как российские военные ставят флаги в захваченном поселке. На самом деле, видео снято в 1 километре от российско-украинской границы, на мосту через реку Судость около села Гремяч Черниговской области. В само село российские военные не заходили. Более того, на видео не видно какой-либо бронетехники, или просто какого-либо транспорта. То есть, скорее всего, они просто пешком добежали до моста, установили российский флаг, сняли все это на беспилотник и убежали. Во время полномасштабной войны граница 2 стран представляет из себя серую буферную зону. Нет никакого смысла пытаться удерживать поселки, которые находятся непосредственно на границе. Причем это справедливо как для украинской стороны, так и для российской. Поэтому такие типа заходы на территорию противника – это дешевый способ создать громкие новостные заголовки, победу в риторике и нагнать жути. И вот
журналисты уже спрашивают меня, неужели будет атака на Черниговскую область? Конечно же нет. Это видео ничего не означает. Оно снято для пиара. Ровно по той же причине я во всех своих сводках игнорировал ситуацию с селом Журавлевка в Белгородской области, куда также периодически заходят диверсионные украинские группы и снимают видео. Это сделать достаточно легко, поскольку село тоже находится непосредственно на границе с Украиной. Зато потом журналисты бегут писать Белгородский плацдарм по аналогии с Курским. В начале осени я рассказывал, как кадыровцы помогли вооруженным силам Украины. После российского наступления на Харьковскую область весной, в начале июня одно из подразделений Ахмат зашло в село Рыжевка Сумской области. Никакого сопротивления ахматовцы там не встретили, потому что нет никакого смысла пытаться удерживать село, находящееся непосредственно на границе двух воюющих между собой стран. Хотя при этом они наснимали кучу тиктоков о том, как в результате неких тяжелых боев взяли село под свой контроль. Дальше Рыжевки они не пошли, но это им и не нужно было. Ведь цель уже была достигнута. По телеграм-каналу понеслись посты о том, как ахматовцы открыли новое направление фронта и атакуют Сумскую область. А помогло это украинским силам таким образом, что ВСУ начали скапливать войска в Сумской области, якобы готовясь отражать российскую атаку на Сумскую область. В действительности же это была подготовка к вторжению в Курскую область. То есть действия кадыровцев помогли Украине создать информационную ширму прикрытия для переброски войск. Еще одна тема, на которую я перейду от повествования про Курскую область, это северокорейская артиллерия. Когда меня спрашивали, что может поменять участие 12 тысяч северокорейских солдат в боях в Курской области, я говорил, что эффект будет минимальным. Особенно учитывая, что мы не видим прибытия какой-либо бронетехники с ней. Ни северокорейской, ни российской. И вот на этой неделе появилась фотография, снятая в Красноярске, на которой мы видим железнодорожный эшелон с северокорейскими самоходными артиллерийскими установками. Миру они известны под наименованием, которое присвоил им Пентагон, а именно М1989 «Коксан». Это довольно уникальная техника с очень необычным калибром – 170 мм. Такого калибра нет ни у России, ни у стран НАТО, ни у Китая. И это одна из причин, почему эксперты считают, что эта установка полностью собственная разработка КНДР. Первая версия этой самоходки имеет наименование М1978. И в самой Северной Корее ее называют «пушка Чучхе». Она была разработана в конце 70-х годов. Потому что после создания демилитаризованной зоны между двумя Кореями у Северной Кореи возникла необходимость в артиллерийском орудии, способном обстреливать позиции Южной Кореи с дальнего расстояния, находясь за пределами досягаемости ответного огня противника. Необычный калибр 170 мм, вероятно, был выбран, чтобы максимально увеличить дальность стрельбы. В транспортном положении орудие размещено в центре шасси, основанном на базе танка Т-55. Но для стрельбы его можно отодвинуть назад, и оно опирается на заднюю часть шасси при поддержке двух больших складных сошников, помогающих справляться с мощной отдачей от выстрела. Благодаря толстому стволу и разработанному внутри страны дульному тормозу и сложному механизму отдачи и спуска, первая серийная самоходная гаубица «Коксан» способна развивать чрезвычайно высокое давление, что позволяет ей достигать приблизительной дальности в 43 км, а с использованием активных реактивных снарядов до 54 км. И в начале 70-х годов это было рекордное по дальности артиллерийское орудие. И еще долгие года никто не мог обогнать Северную Корею по этому показателю артиллерии. В конце 80-х годов КНДР поставила несколько таких самоходок Ирану во время Ирано-Иракской войны. Иран использовал их, чтобы уничтожать укрепленные бункеры, а также бить по кувейтским нефтяным полям в качестве наказания за их поддержку Ирака. Изучив полученный боевой опыт, армия Северной Кореи модернизировала эту самоходку, произведя ту самую модификацию М1989 «Коксан», которую мы теперь и увидели в Красноярске. Сейчас любая новая техника от Северной Кореи воспринимается через призму боев в Курской области. Но я сомневаюсь, что эти орудия едут туда. Во-первых, очень странный тайминг. По идее, сначала поближе к передовой перебрасывают технику. В самом конце перебрасывают личный состав. И уже потом начинаются бои. А тут солдаты вроде как переброшены давным-давно и уже участвуют в боях, а техника еще только где-то там, под Красноярском, едет. Во-вторых, орудие, стреляющее на 40 километров, это оверкилл для операции в Курской области.
Если измерить самую глубокую часть Курского фронта, например, от села Погребки до российско-украинской границы, то получается меньше 20 километров. Кто-то может возразить, что Коксаны могут использоваться для контрбатарейной работы. Сомневаюсь, потому что сейчас такая работа производится с помощью беспилотников Lancet. Кстати, поясню, что термин «контрбатарейная борьба» означает работу по выявлению и уничтожению артиллерийских позиций вашего противника. Контрбатарейной она называется потому, что батарея – это основная организационная единица артиллерии, состоящая из нескольких орудий, управляемых как одно целое для выполнения боевых задач. В-третьих, у нашей команды есть предположение, что у России могли закончиться как свои, так и иранские источники боеприпасов для самоходной пушки 2С7 «Пион». А Коксан тактически, по своему применению, как раз является аналогом «Пиона», хоть у них и разный калибр. Поэтому мое предположение заключается в том, что появление Коксанов в России связано не с Курской областью, а с дефицитом пионов и снарядов к ним у России. Северная Корея в очередной раз помогает техникой. Кстати, по численности артиллерии армия КНДР превосходит все армии мира, в том числе США, в том числе Россию, в том числе Китай. У Северной Кореи на вооружении 8600 самоходок и гаубиц калибром больше 76 мм и свыше 5500 реактивных систем залпового огня. Но во многом это связано с тем, что КНДР, в отличие от других армий, практически не списывает с вооружения старое оружие. Поэтому у них в строю одновременно и современные установки, и установки производства 70-х годов. Сколько этих самоходок передали и еще передадут России, неясно. Плюс вопрос в количестве боеприпасов, потому что, как я и сказал, у России такого калибра нету. Плюс неясно, продадут ли еще какую-то бронетехнику. Но если вам на глаза попались опубликованные в интернете кадры железнодорожного эшелона с военной техникой, присылайте нашей команде в бот обратной связи, доступный по юзернейму в Телеграме CIT_бот. Анонимность гарантируем. Избранный президент США Дональд Трамп не разочаровывает в своих ожиданиях. Каких одиозных личностей он назначил на ключевые посты – это просто вау. Антиваксер Роберт Кеннеди на посту главы Минздрава. Это просто нечто. Ну ладно, нас больше интересуют посты, связанные с армией и разведкой. На должность главы национальной разведки Трамп назначил Талси Габбард. Она в первый же день полномасштабного вторжения России в Украину публично писала в своем твиттере, что Путина спровоцировали на агрессию, что виновата администрация Байдена и НАТО. Затем она рассказывала про американские биолаборатории на территории Украины и в целом не раз повторяла про кремлевские нарративы. За это в 2022 году ее даже внесли в свои списки проект «Миротворец» и Центр по борьбе с дезинформацией при Совете по национальной безопасности и обороне Украины. Последний включил ее в список политиков, продвигающих российскую пропаганду. Она еще и садитка, кстати, поклонница разных диктаторов, насколько я вижу. Например, в 2017 году она тайно посетила Сирию и тайно встретилась с Башаром Асадом, чем позднее навлекла на себя резкую критику. По теме Сирии она еще в 2016 году выступала резко против создания в Сирии бесполетной зоны, потому что это приведет к прямой конфронтации с Россией. У нее есть и военный опыт. Она служила в Нацгвардии, была в Ираке, является подполковником запаса. На должность главы Пентагона назначен Пит Хексет. Как и Габбард, он тоже служил в Нацгвардии. Как и Габбард, он тоже работал на телеканале Fox News. Во время Нацгвардии он командовал ротой в Гуантанамо, затем в Ираке, и также вроде как бывал в Афганистане. В 2016 году получил звание майора и уволился в резерв. В 2020 году он вызвался добровольцем, чтобы в числе 25-тысячной группы войск Национальной гвардии охранять процесс инаугурации Байдена в январе 2021 года. Однако он и еще 11 других военнослужащих Национальной гвардии не были допущены в ФБР из-за экстремистских высказываний и связи с ультраправыми группировками. Сам он в одном из интервью говорил, что его якобы не допустили только из-за того, что у него татуировка крестоносца на груди. Но на самом деле это только малая часть его христианского национализма. У него, кстати, на руке есть еще татуировка в виде боевого клича крестоносцев. Также он является ярым сторонником Израиля. В одном из интервью он говорил, что нет никаких причин, по которым когда-нибудь в будущем постройка третьего храма на Храмовой горе не будет возможна. Для тех, кто не в курсе, на территории Храмовой горы расположена одна из основных святынь мусульман – мечеть Аль-Акса, которая по договоренности с Израилем контролируется мусульманской Иорданией. Так что, по идее, для постройки третьего храма мечеть придется снести.
Многие скажут, что не факт, что такие одиозные личности пройдут утверждение в Сенате, даже при контроле республиканской партии. Потому что не все республиканцы согласятся с утверждением таких людей на такие важные посты. Особенно сильные сомнения у многих по поводу кандидатуры Талси Габбард. Все так, но Трамп может воспользоваться механизмом назначения кандидатур на эти должности в обход Сената. Это возможно, когда Конгресс находится на перерыве. Больше 1000 постов в американском правительстве назначаются с одобрения Сената. Но поскольку Сенат не задумывался как орган, постоянно находящийся на сессии, американская конституция позволяет президенту заполнять вакансии, пока Сенат находится на перерыве, без утверждения. Единственный нюанс будет заключаться в том, что назначенный таким образом на пост чиновник не может занимать свою должность более 2 лет, то есть до окончания сессии Конгресса. И стоит еще вспомнить, как во времена первого срока Трампа позиции в его кабинете министров менялись очень быстро. Вот есть у него такая привычка – постоянно ссориться со своим ближним кругом. К слову, Трамп еще не вступил в должность, а уже сейчас появляются статьи в западной прессе, что Илон Маск начал бесить команду Трампа. Говорят, что им не нравится, что он ведет себя как сопрезидент, видимо, считая, что Трамп ему должен. Про Илона Маска мы помним, что он включал работу Starlink в районе Крыма, тем самым сорвав украинскую операцию на побережье Крыма, поскольку он боялся эскалации. Также западная пресса писала про его контакты с Путиным, хотя вот вчера он разразился грозным твитом, в котором пригрозил последствиями тем, кто распространяет слухи о его созвонах с Путиным. В среду российское руководство провело целую спецоперацию по изменению системы компенсации из-за ранений на войне. В час дня был опубликован указ Путина с поручением правительству изменить правила выплаты военным компенсации, которые они получают за ранения на войне с Украиной. До того момента она не зависела от тяжести увечья и составляла 3 миллиона рублей. Уже через 2,5 часа премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о проделанной работе. На сайте правительства были опубликованы соответствующие постановления и пресс-релиз. Со среды выплата в 3 миллиона рублей положена только тем, кто получил тяжелые увечья на войне. Для легких ранений ее снизили до 1 миллиона рублей, а в иных случаях будет выплачиваться по 100 тысяч рублей. Многие сейчас прикидывают, сколько российских военных было ранено за эти 2 с лишним года, умножают получившуюся цифру на 3 миллиона и говорят, что вот какие безумные миллиарды тратились из бюджета на это. А теперь нагрузка на бюджет снизится. Экономят так. Я не уверен в этом. Мне как раз таки кажется, что нагрузка на бюджет вырастет. Объясню почему. В нашей команде есть отдельное подразделение, которое с осени 2022 года специализируется исключительно на вопросах мобилизации, набора добровольцев, выплаты компенсации и всего такого прочего. Мы очень внимательно следим за этой темой. Так вот, еще в прошлом году массово пошла такая практика, что раненых старались не оформлять, не выдавать так называемую справку по форме 100, которая как раз и нужна для получения компенсации. Есть у нас такое ощущение, что они изначально в 2022 году полагали, что это будет специальная военная операция, и довольно мало будет раненых людей, так что можно их деньгами залить. А когда вышло, что это не маленькая военная операция, а полноценная война, то, естественно, нагрузка на экономику получилась большая. И, наверное, негласно по линии госпитальной Минобороны сказали, что нет, все, лафа закончилась, отправляйте к нам только, условно, безногих. Это привело к постоянным сообщениям с фронта о том, что не платят компенсации по ранениям. И их было много. Об этом и Кашеварова писала, и многие другие Z-блогеры. И вот сейчас, может, поняли, что слишком много жалоб. Надо хотя бы что-то платить раненым. Не только тем, кому руки и ноги поотрывало. Поскольку этот указ и решение правительства тоже вызвали возмущение в Z-среде, то на следующий день Путин повысил до 4 миллионов рублей компенсацию тем, кто получил группу инвалидности из-за полученного на войне ранения. Здесь я бы отметил большое исследование издания «Важные истории», согласно которому российские регионы тратят на одни только единовременные выплаты новым контрактникам в среднем 13% бюджета, предназначенного на социальные выплаты населению. Если учитывать выплаты за ранения и региональные гробовые семьям, то на участников войны уходит почти четверть всех социальных выплат субъектов России. Но есть регионы, в которых каждый второй социальный рубль уходит на счета участников войны и семей погибших. А в отдельных случаях им достается больше половины соответствующего бюджета региона. Выплачивают деньги контрактникам региональные органы социальной защиты, которые в мирное время были сосредоточены на помощи детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам, людям с инвалидностью и другим уязвимым слоям населения.
Регион-лидер по деле социальной поддержки, который достается одним только участникам войны, это Ставропольский край. Там контрактники, а также ранние участники войны и семьи погибших получают 83% всех денег, уходящих на социальные выплаты. В Карачаево-Черкесии участникам войны и семьям погибших досталось 3/4, то есть 75% всех социальных выплат, перечисленных населению в этом году. А в Калужской области каждый второй рубль на социальные выплаты населению, то есть 52%, достается участникам войны и родственникам погибших. Тем временем в Иркутской области премии учителей и воспитателей заберут на военные нужды. Педагогов уже неофициально предупредили об этом. Работница культурного учреждения в Усть-Кутском районе рассказала местному изданию «Люди Байкала», что в конце октября прошло селекторное совещание, на котором областные чиновники заявили об удержании части стимулирующих выплат. Такие выплаты рассчитываются отдельно на каждого сотрудника. В конце года выплачиваются крупные стимулирующие, которые могут составлять от 10 до 40 тысяч рублей и выше. А поскольку денег на СВО не хватает, подушек безопасности нет, то платить за это будут бюджетники. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в следующие выходные. До встречи и пока.